Всем доброе утро. Вот приготовила дочке завтрак. Это у меня домашний йогурт, там яблочки, орешки. Здесь у меня сверху кукурузные хлопья. Далее у меня молочный коктейль с бананом на кефире. А здесь я и приготовила завтрак в школу. 2 бутерброда, яблочки порезанные и фруктовое желе. Тут есть в баночке, я сделала. Вот с яблоками, не с яблоками, а с бананами и с апельсинами. Она еще в школе себе сделает чай. Ну и вот как-то так. Привет, дорогие друзья! Начинаю новый влог для вас. У меня сегодня такой хозяйственный день. Буду и готовить, и заниматься домашними делами. Обязательно поделюсь этим всем вместе с вами. Начну сегодня, может быть, со второго. Я так люблю, когда я уже все приготовлю, чтобы потом можно было заняться чем-то другим. И я буду уверена, что моя семья не останется голодной, что есть и первое, и второе, и они спокойно могут прийти, покушать и также заняться своими делами. Первое у меня уже есть. Я вчера варила суп. Я каждый день суп не варю, но варю его больше, чтобы у меня его осталось потом. Поэтому я его потом держу в холодильнике и отогреваю только порцию, которая мне нужна. Так что сегодня с первым я вчера разделалась, можно сказать, и нужно готовить второе. Что же у меня будет сегодня на второе? Так как у меня 2 дня подряд было мясное блюдо, то сегодня надо что-то приготовить без мяса. Я знаю, что сейчас пост, но мы придерживаемся круглый год, постимся в пятницу. И во время вот этого Великого Поста мы так сильно пост не соблюдаем, то есть мясные изделия мы кушаем. Обязательно в пятницу не будем кушать. Вот, также в среду перед началом Великого Поста мы постимся. Ну и вообще я скажу вам, что наше меню не слишком такое, как сказать, мы слишком не жируем. Мы кушаем вкусно, по-домашнему, но не слишком жирно. Я стараюсь варить постные супы. Например, супы у меня, кроме бульона мясного, у меня все постные. Иногда я добавляю 2 крылышка в некоторые супы овощные. А так у нас в основном все супы постные, так что здесь проблем нет. А на второе я сегодня приготовлю вареники с творогом, которые тоже очень вкусные. И у меня они также разлетаются на ура, даже те члены семьи, которые не любят вареники с творогом, то также хвалят и кушают. Поэтому сегодня будут вареники с творогом. Поделюсь с вами своим рецептом. Но некоторые скажут, почему я прицепила вот эту заколку. Прицепила ее потому, что буду сейчас месить тесто, чтобы мне не мешали волосы. А заколки этой уже вы знаете сколько. Ей уже, наверное, лет 50. Или нет, ей больше, чем 50 лет. Эта заколка еще моей бабушки. И я помню ее на фотографиях, когда моей маме было, может, лет 5, когда она уже этой заколкой волосы свои, как бы сказать, придерживала. И у нее было несколько, и она вот так вот этими заколками вот так на волосы надевала, и тогда получались волны. Вот в 50-х годах, вот эта заколка где-то с 50-х годов. Тогда было так модно. И вот с этих всех заколок, которые остались у моей бабушки, осталась одна единственная. И я не прикалываю волосы спереди. Она мне, посмотрите, сколько ей лет. Она в очень хорошем, в очень хорошем состоянии. И я ее очень люблю. Поэтому не удивляйтесь, вот почему у меня заколка такая сейчас в волосах. Я приступаю к приготовлению теста на вареники. Тесто я завариваю на крутом кипятке, поэтому прежде всего я ставлю воду, чтобы она закипела. В миску насыпаю муку, добавляю соль и сюда буду заливать крутой кипяток. Никогда не отмеряю муку, потому что не боюсь, что у меня получится больше теста. Лучше, чтобы получилось больше. То, что останется, я всегда из них могу сделать прекрасные лепешки на сковородке или в духовке. Поэтому даже будет лучше, если я сделаю тесто больше. Вот закипела вода. И теперь тонкой струйкой в муку я буду вливать кипяток. Сначала, вот поэтому я замешиваю сначала в миске и
вливая кипяток в муку, я размешиваю все это ложкой. Так как я уже сказала, я не боюсь, что тесто будет больше, даже буду это приветствовать. Поэтому не буду бояться вливать даже всю воду, которая у меня есть. Всегда воду вливаю постепенно и все это размешиваю хорошенько ложкой. Если надо будет, могу также подсыпать немножко муки. Вот так я подсыпала муку. Подсыпала муку на горячее тесто и теперь уже буду замешивать рукой. Тесто, конечно же, горячее, но не такое, чтобы нельзя было его, как сказать, взять рукой, поэтому не бойтесь. Ошпариться не ошпаритесь. Все время нужно подсыпать муку просто под руку. И теперь уже все выкладываю на столешницу, на доску. И теперь уже двумя руками буду месить тесто на доске. Оно очень приятное, мягкое в руке. Очень люблю с ним работать. И вот так, подсыпая муку, будем доводить до такого состояния, когда тесто не будет прилипать ни к рукам, ни к доске. Вот уже тесто такой консистенции, когда оно к рукам не прилипает, и к доске тоже. Я делю его на две части. У меня столько получилось. И буду раскатывать такой довольно длинный жгутик из него, формировать. И сейчас вам покажу, для чего мне это нужно. Вот так я буду отщипывать маленькие кусочки и делать из них шарики, из которых впоследствии будет из каждого шарика один вареник. Стараюсь, чтобы они все были более-менее одинакового размера. Творог разминаю вилкой и к нему добавляю яйцо. Смотря какой творог. Если слишком сухой творог, добавляю целое яйцо. Если такой более водянистый, потому что разное качество творога бывает, который я покупаю, тогда я добавляю целое яйцо. Смотрите по консистенции творога, который у вас есть. Также сюда добавляю сахар и ваниль. И вот так все хорошенько разминаю ложкой. Вернемся к нашему тесту. Я сделала шарики. Теперь, как я уже и говорила, из каждого шарика я буду формировать лепешечку, из которой буду лепить вареник. Вот так немножко раскатаю, чтобы не слишком тонкое было тесто. Я такое люблю, и у меня тоже дома так любят. Творог получился очень хорошей консистенции. Вот так накладываю и хорошенько защипываю. Эти вареники всегда получаются очень вкусные. Начинка из творога такая, она очень, как сказать, не сухая. Иногда бывают вареники очень сухая начинка. Она такая получается ванильная. Можно, конечно, добавить и обычный сахар, но если есть ванильный, я предпочитаю добавить немножко ванильного сахара или сколько есть ванильного. Сегодня, например, я хотела уже закончить пакетик, не оставлять ни туда, ни сюда. Я весь ванильный высыпала. Это все зависит от вашего предпочтения. Вот такие варенички получаются. Сейчас оно быстренько пойдет, так что я вам гарантирую, что эти вареники не сравнить с покупными. Конечно же, у нас сейчас в Польше есть такие частные вареничные, там они хорошие вареники делают. Ну, конечно же, за это надо заплатить, но там качество неплохое.
этих вареников, там ручная лепка, и скажу вам, я пробовала даже неплохие вареники. Вот. Но в сравнении с тем, как я налеплю сейчас сама вареники, то эта цена будет копеечная по сравнению с тем, что там нужно заплатить. А вот из магазина я, честно говоря, не советую. Но это смотря кто что любит. Я не могу переваривать это тесто такое, оно как дубина, резина, и вообще, если сладкая начинка и такое соленое тесто, невозможно скушать. Ну вот так вот более-менее все получается. Ну вот и все. Вот столько вареников у меня получилось. Вся доска. И вот еще столько осталось теста. Но это немного, я из него что-то сделаю. Такие лепешки, я их раскатаю и потом с двух сторон обжарю на сковородке без масла. Очень вкусно получаются такие пресные лепешечки. Ну и варенички у меня отличные. Итак, друзья мои, уже все готово, давайте дегустировать. Всегда, когда я подаю вареники с творогом, я на тарелку даю кусочек масла. Оно растаивает, и вареники от этого получаются вместе с маслом еще вкуснее. Поэтому я всем советую так попробовать. Ну что ж, тесто очень мягкое, очень приятное. Посмотрите, какая начиночка внутри. Такой сочный творог. Сейчас будем пробовать. Пока что все очень хорошо. Очень вкусно, мягко, все как должно быть. Я очень довольна результатом. Всем советую попробовать, друзья мои. Если вам понравилось, поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь обязательно на канал. И, конечно же, возвращайтесь на мои следующие ролики. Пока-пока.